Всем приветы! Наступило вечернее кормление, и при заходе в помещение получилась небольшая засада. Вылетели кокарики. Один находится с левой стороны и два находятся с правой стороны. Не понимаю, как они открыли клетку, но сейчас будем их ловить. И еще притаился четвертый кокарик, но сейчас мы его найдем. Поставлю на паузу, а потом продолжим. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Все, отловил кокариков. Теперь они на своем месте сидят. Сейчас на улице идет переменная погода. Днем у нас жарко, ночью холодно. Поэтому я уже стараюсь прикрывать окна на ночь, а днем их приоткрываю. Если птица и вылетит по каким-либо причинам, она не разобьется об окно. Также с внутренней стороны окна у меня набита мелкая сетка. Карелы очень теплолюбивая птица, и которая еще боится сквозняков и сырости. И считаю оптимальным температуру от 25 до 35 градусов для сезона разведения. В этом гнезде пара на второй кладке, и она очень плотно сидит на птенцах. Может, чуть-чуть позже мы вернемся к ней. Здесь у нас пара бесщеких, они уже почти на вылете. Далее они два кофейных бесщеких птенца. Вот один кофейный птенец, спокойный, хорошо упитанный. Оперение также хорошее, гладкое, залысин нету. И второй точно такой же по окрасу, только он чуть-чуть меньше, так как вылупился чуть-чуть позже. И вот так выглядит гнездо с внутренней стороны. В нижней клетке также пара бесщеких карел. Они совсем из другого разведения. Сработали они очень даже хорошо. Первый самый большой типа сороки. Второй будет похож типа на черноплечего. Самый маленький оказался чисто белым. И четвертый их родственник тоже будет белым. Зубы набитые, животы чистые. Ну пускай растут дальше. Сейчас посмотрим, как они тут поели. И вижу, что они яйцо полностью слопали. И овес также выели полностью. По этим сразу видно, аппетит хороший, тарелка без надтоптышей, вся еда практически съедена. Это означает, что птица развивается нормально. Эти у нас кладку пропустили, и сейчас по ходу они мостятся на осень, на третью кладку, так скажем. И еще сейчас глянем на птенцов кокариков. Открываем медленно. Возможно, там сидит самка. И на вторую кладку они мне дали 3 птенцов из 8 яиц. 2 желтых и 1 зеленый. Самка вроде не щипает их. Все проходит пока нормально. При жаре погибло много зародышей в яйцах. Это молодежь формируется из-под разных пар самцы с одной пары, а самки с другой пары. А здесь молодежь карел повылетала уже с яйчиком. Когда молодежь вылетает из гнезда, она уже не так охотно ест корма, и поэтому чуть-чуть пайку приходится урезать с каждым днем, следить за порциями. Ну вот, и мы вернулись к этой паре. Сейчас попробуем посмотреть птенцов. Сейчас попробую их согнать, если удастся. Уж очень они защищают своих птенцов. Ну вот вроде видно.
всего лишь двое мохнатых птенцов. И осталось 2 яйца. Сам не знаю пока еще, что с ними. Либо не оплод, либо они замерли там. Пол яйца не доели. А вот с мешанкой справились даже очень и неплохо. Так, здесь у нас тоже молодняк на вылете. Здесь у нас получился первый выводок. Родители в данный момент сидят на сетке. С левой стороны самец, с правой самка. И на жердочке у нас сидят весь молодняк первого выводка. И здесь пара тоже сработала на второй выводок. И дали они всего лишь только 2 птенца. Но их было всего 4, и 2 погибло от смены рациона. Но тут я сам виноват. Ну а здесь пара бесщеких. 1 выводок дали, 2 птенцов. И все, и прекратили они насиживание яиц. То есть ушли в линьку. Еще хотел добавить, так как сейчас холодает каждым днем все больше и больше, особенно ночи, и сейчас бы не мешало произвести небольшую дезинфекцию, то есть хотя бы грубую очистку помещения от загрязнений, от фекалий, от остатков пищи. Это можно произвести и окуривание помещения йодными шашками, йод аэрогель, либо однохлористым йодом. Так как возможно у кого-то скоро пойдут дожди, а у кого-то возможно и идут. И тем самым появится большая сырость, то есть влажность. И начнется появление всяких различных микроорганизмов, которых нам не нужно, и грибковых заболеваний. Произвожу небольшой осмотр птенцов. Хорошие, думаю, птенцы получатся. Жаль только, что не цветные. Насчет кормления пара работает отлично. Но я думаю, догадались, что это. Это проса. Второй урожай за этот сезон. Чумиза у меня в этом году не получилось. И приходится довольствоваться недозревшими семенами проса. Очень хорошая еда для птенцов попугаев в период выкармливания. Оно сейчас в стадии молочно-восковой спелости. И чуть-чуть попозже я раздам эти зеленые колоски птицы. И мы посмотрим, как они ее с аппетитом лопают. Недозрелые семена проса имеют очень богатый состав витамин и аминокислот, которые хорошо влияют на рост птенцов. Одна из возможных гибелей птенцов также может являться остатки мягкого корма. Я их еще называю натоптыши или затоптыши. В общем, при переувлажнении мягкого корма он становится слишком влажный. И поэтому птица, когда бегает по мягкому корму, она его сильно притаптывает. И при этом он на низу начинает подкисать. Вот тарелку перевернул, а мягкий корм не отпал. Это я прозевал с переувлажнением. Взрослой птице может быть и ничего и не будет, но птенцы, особенно маленькие, очень чувствительны к этому. И такой корм не следует оставлять на ночь. Также перед холодами я пропоил птицу витаминами от компании Vercelli Lago. Очень хорошо они также едят шашлычный уголь. Он убирает газы в ЖКТ и также способствует хорошей яйцекладке у птиц.
Также мелкая сетка с внутренней стороны окна ячейкой 0,8-1 см является препятствием для проникновения мышей. Тем более сейчас осень, и они будут лезть во все щели. Мыши являются основными переносчиками болезней, начиная от колибактериоза и не знаю, заканчивая чем. Можно выловить целый букет заразы. Поэтому заводчики стараются применять различные методы избавления от этих мышей. Коты, мышеловки, отрава. В общем, кто чем спасается. Одним из причин гибели птенцов является грязная вода. Особенно в летнее время ее нужно часто менять, потому как образовывается плесень, и это сказывается на гибели птенцов. Особенно в летнее время нужно менять воду 2 раза в день, можно и чаще. Также на состояние птицы влияет загрязненность кормушек. Особенно при чрезмерном большом количестве корма в кормушке и большой массе птицы часто встречается такое, что после смены корма на кормушке появляется помет птицы. И если это дело не вычистить, то возможно будут дальше проблемы с птицей. Все это приходит со временем, не за один раз. Высыпаем все остатки в ведро, вымываем кормушку и насыпаем чистый корм. И как мы сейчас видим, на кормушке остался помет птицы и перемешанный вместе с зерном. Такого допускать нельзя. Ну и этим положим самую большую охапку свежего проса. И возможно чуть-чуть позже посмотрим, как хорошо они его очень поедают. И вот у нас осталась небольшая горстка колосков проса. Даже хватит волнистым попугаям. И вот некоторые пары карел из-за сильной жары пошли в линьку. Я тут специально не убирался, чтобы показать, что все помещение сейчас завалено перьями. Это вот эта пара из 7-й клетки. Она сделала один выводок и больше не пошла на яйцекладку. Внизу сидит молодежь годовалая, готовится к зимнему разведению. Она тоже в линьке. И еще одна пара, которая также не пошла на 2-ю кладку. Здесь у нас слева сидит молодая пара. У нее сейчас 2-я кладка. Там, по-моему, сейчас 2 птенца. И с правой стороны вылетела молодежь. Дали в этот раз они 5. Также у них 2-я кладка. Вот так они едят колоски свежего зеленого проса. Им даже не нужно сухой корм. Они сразу переключаются на колоски. Очень близко не удается заснять. Пугаются слишком, видя камеры. Ну, что получится заснять, то получится. Бывает такое, что если конкретно что-то надо заснять, уходит, бывает, пару дней. Конечно, колоски чумизы или магара, они еще лучше едят, чем проса. Хотя в них отличия тоже есть. Один вид с большими ворсинами, а другой практически нет. И из-за того, что ворсины слишком большие, птица не очень охотно их клюет. Также можно сажать любые виды семян, которые приобретены были для разведения птиц. Семечко, лен, пайза, сорга. Ну и тут пара у меня только занеслась. На этом все, друзья. До скорых встреч.